Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Всем мира и мирного неба над головой. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно. Держитесь, скоро это все пройдет. А в этом видео, друзья, мы уделим внимание денежным стрижкам на март. Многие задаются вопросом, а когда же в марте лучше проводить стрижку для того, чтобы привлечь к себе изобилие, богатство и благополучие. Обязательно в этом видео мы об этом всем поговорим, а также ответим на некоторые вопросы, такие как можно ли стричься в новолуние и в полнолуние. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, итак, благодаря нашему лунному календарю, который на март 2022 года, вы узнаете о том, когда же лучше всего проводить денежные стрижки. Да, именно денежными стрижки. Потому что таким образом вы точно сможете привлечь финансовую удачу в свою жизнь. Кроме того, ваши волосы станут лучше расти, будут здоровыми и блестящими. Давайте для начала, перед тем, как мы поговорим более конкретно и детально о денежных стрижках в марте, уделим внимание фазам Луны на март. Это очень важно для того, чтобы понимать, что же, когда у нас с вами будет происходить. Итак, давайте поговорим. Значит, новолуние, друзья, у нас с вами состоится 2 марта. Далее полнолуние у нас с вами будет 18 марта. Далее растущая луна у нас будет в период с 3 марта по 17 марта. И далее убывающая луна у нас будет убывать до 1 марта, а затем уже с 19 марта и до самого конца месяца. Конечно же, каждый из нас хочет понимать и знать о том, когда же есть удачные дни, когда мы сможем пойти с вами в парикмахерскую, потому что все-таки очень многие люди на данный момент стараются придерживаться лунного календаря. И вы знаете, это достаточно правильно. Почему? Потому что все влияет на Луну. Вы, возможно, по волосам это не замечали, хотя нам пишут на почту о том, что многие люди замечают, видят, что есть большая разница между тем, когда есть убывающая Луна и растущая Луна. Но вот именно это влияние вы можете очень хорошо проследить, и особенно те, кто занимается овощеводством, растениеводством, потому что посадив не тот знак, не в то время, результата как такового не будет, или он будет, но будут определенными какими-то дефектами. Вы знаете, растущая луна вообще для стрижки волос считается самой удачной, но и даже на растущую луну не все дни подходят, потому что здесь очень важно знать, в каком знаке зодиака находится ночное светило. Конечно же, если вам хочется, чтобы ваши локоны, челка, к примеру, росли медленно, то необходимо идти в парикмахерскую, когда у нас Луна находится именно в убывающей фазе Луны. Поэтому, друзья, хотите верьте, хотите в это нет, но это все работает. Еще хотим сказать пару моментов, потому что все-таки многие люди напишут на электронную почту, а скажите, можно это или нет. Давайте мы еще раз озвучим вот это видео, постараемся по максимуму дать вам информацию. Итак, запомните раз и навсегда, нельзя стричь себя самому и стричься у мастера, который раздражен или вам неприятен. Вы знаете, хотим сказать вам о том, что к кому мы ходим, да, это женщина, которая намного старше, и, что самое интересное, она всегда в прекрасном расположении духа. О чем вы бы с ней не говорили, она всегда улыбается, она всегда шутит, она, знаете, в какой-то степени несет позитив в мир. Поэтому всегда находить вот именно такого мастера. Кроме того, если вы любите своего мастера, уважаете его труд, то всегда, время от времени, постарайтесь его чем-то угощать. Возможно, вы где-то побывали, где-то в другой стране и привезли какой-то сувенирчик. Подарите мастеру. Мастеру будет приятно. Вы должны понимать, что в какой-то степени парикмахер, специалист по маникюру, парикмахер – это люди творческие, потому что это все-таки творческая работа. Поэтому уделяйте им внимание, им будет приятно, и таким образом у них будет подниматься их настроение, и им будет тоже интересно. Желательно, чтобы вы обновляли стрижку 1 раз в месяц. И достаточно для этого отрезать всего пару миллиметров.
Если в дне нет никаких противопоказаний к стрижке для вашего дня рождения, значит стричься можно и нужно. Ну так, а теперь давайте денежные даты, когда в марте точно вы можете подстричь свои волосы. Итак, начнем с 5 марта. Друзья, 5 марта это в этот день стрижка будет вести к увеличению богатства. Но обращаю ваше внимание, не рекомендуется делать тем, кто родился в год свиньи. Далее у нас с вами 7 марта, и в этот день будет стрижка к увеличению богатства. Но не рекомендуется делать тем, кто родился в год быка. Также в этот день спутник нашей планеты, Луна, будет находиться в знаке зодиака Телец. А значит, вы можете провести процедуру с локонами, и тогда вы таким образом сможете усилить защитные функции организма, а также вы сможете избавиться от любых недомоганий. Процедура в этот день также поможет улучшить ваше материальное положение. Помимо стрижки можно еще красить шевелюру, а также выщипывать брови. Далее у нас с вами 10 марта, и в этот день стрижка будет к увеличению продолжительности жизни, но не рекомендуется делать тем, кто родился в год дракона. 11 марта в этот день стрижка волос будет к встрече с невестой или женихом, но не рекомендуется 11 марта делать тем, кто родился в год змеи. Далее 12 марта, и здесь стрижка будет к увеличению физической силы и богатства, но не рекомендуется делать тем, кто родился в год лошади. Далее 16 марта, и стрижка в этот день к удаче в любом деле, но не рекомендуется делать тем, кто родился в год собаки. Далее 17 марта, и в этот день будет стрижка к увеличению материальных благ, но не рекомендуется делать тем, кто родился в год свиньи. Далее у нас с вами, друзья, 22 марта, и 22 марта стрижка волос будет к увеличению продолжительности жизни. Не рекомендуется делать тем, кто родился в год дракона. Далее 23 марта, и стрижка в этот день будет к увеличению физической силы, но не рекомендуется делать тем, кто родился в год змеи. Далее 25 марта. Стрижка будет к увеличению благ. Не рекомендуется делать тем, кто родился в год козы. Обращаю ваше внимание, что в марте также и будут дни, когда стрижку нельзя ни при каких обстоятельствах делать. И первая дата в марте – это 11 марта. В этот день Луна будет находиться в знаке зодиака Рак. И если вы в этот день отправитесь в парикмахерскую, обращаю ваше внимание, ваше самочувствие может резко ухудшиться. Вероятны всевозможные недомогания, всевозможные болезни. Кроме того, локоны станут непослушными и слабыми. Потом восстановить их будет тяжелой задачей. И следующая дата, она критическая для волос. Ни в коем случае в этот день не записывайтесь в парикмахерскую и не проводите какие-либо операции с волосами. Это 27 марта. Дело в том, что 27 марта Луна будет находиться в знаке зодиака Водолей, поэтому лучше откажитесь от похода в парикмахерскую, потому что есть вероятность серьезных ссор с окружающими людьми. Как стрижка, так и окраска волос могут негативно сказаться на вашем эмоциональном состоянии. Возможен упадок сил и энергии, а также апатия и депрессия. Конечно же, многие спрашивали о том, можно ли стричь волосы на убывающую луну. Вы должны понимать, что вообще значение каждого лунного дня для стрижки волос оно достаточно велико. Но еще важно определиться, в какую фазу Луны лучше стричь волосы. Поэтому считается, что стричь волосы как бы на убывающую Луну нельзя. Вы должны понимать, что в какой-то степени это... Знаете, и можно, и нельзя. Вы должны просто понимать, что на убывающую Луну вы должны сами понимать, что вы хотите
убрать, срезать со своих волос. Это очень важно. Например, вы должны понимать, что если, например, вы будете стричь волосы на убывающую луну, это у нас с вами 1 марта, и с 19 по 31 марта, в таком случае вы ставите себе за цель, что вы хотите сохранить форму короткой прически на долгое время, потому что волосы будут не так быстро расти. Но в любом случае, когда убывающая луна, обязательно смотрите, в каком знаке зодиака находится луна, для того, чтобы понимать, от чего вы хотите избавиться в своей жизни. Можно ли стричь волосы в новолуние? Конечно же, можно, но без каких-либо вот каких-то, знаете, серьезных трансформаций вашего имиджа. Например, вы в новолуние можете освежить прическу или просто как вариант, например, убрать какие-то секущиеся кончики. Что же касательно полнолуния, тут здесь влияние Луны диаметрально противоположное, потому что именно в полнолуние это время для глобальных изменений, а также поиска новых образов, друзья, и нового я. Вот теперь вы знаете, что нас ждет с вами в марте, когда лучше всего делать стрижки для того, чтобы они действительно вам принесли изобилие, богатство и благополучие. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы с вами обязательно услышимся уже в следующем видео.